С вами канал «Фронтовая кинолетопись», и сегодняшний выпуск посвящен еще одной забытой странице начального этапа Великой Отечественной войны – боям в районе Мелитополя. В выпуске использована уникальная немецкая кинохроника и редкие фотоматериалы, большинство из которых вы увидите впервые. На октябрь 1941 года немцами были задуманы 3 широкомасштабные операции на окружение с использованием всех 4 танковых групп. Первые 2, проводившиеся в рамках операции «Тайфун» на московском направлении и закончившиеся окружением Западного резервного и Брянского фронтов, хорошо известны. В свою очередь, 3-я, реализованная группой армии «Юг», оказалась забытой. События на Южном фронте в конце сентября начались с удачного наступления 9-й и 18-й армий южнее Мелитополя с целью отсечения немецкой группировки, наступавшей с Каховского плацдарма на Крым. Но его пришлось остановить, поскольку уже 29 сентября началось запланированное немецким командованием наступление на Донбасс. План немецкого командования по овладению Донбассом заключался в том, чтобы ударами по сходящимся направлениям 1-й танковой группы из района Днепропетровска и 11-й армии Северной Таврии окружить и уничтожить армии Южного фронта восточнее Мелитополя. Таким образом, планировалось использовать сценарий сражения в районе Умани. Для этого на стыке Юго-Западного и Южного фронтов в районе Красноград и Новомосковск была в сжатые сроки создана сильная ударная группировка в составе 3-го и 14-го мотокорпусов, а также итальянского подвижного корпуса. Кроме того, 11-я армия была усилена бригадой СС Лейбштандарт Адольф Гитлер. 27 сентября немецкие войска перешли в наступление. 13-я танковая дивизия Дюверта во взаимодействии с итальянскими дивизиями Пасубио и Турино форсировала реку Орель и пошла на соединение с застрявшими на Днепропетровском плацдарме войсками, в результате чего у Днепропетровска была окружена 273-я стрелковая дивизия. 29 сентября основные силы 1-й танковой группы нанесли удар по правому флангу 12-й армии генерал-майора Галанина. Несмотря на переброску выведенных из боя в районе Мелитополя соединений, в частности 15-й танковой бригады, переломить ход событий в свою пользу нашим войскам не удалось. Стоит отметить, что в ходе встречного танкового сражения немецкие танкисты активно применяли кумулятивные снаряды к короткоствольным 75 мм пушкам танков Т-4, которые позволяли успешно поражать КВ-34 на дистанции до 800 метров. Под натиском немецких подвижных соединений 12-я армия была вынуждена начать отход. Брошенные в бой 2 стрелковые дивизии из 9-й армии кардинально ситуацию уже не меняли. Возникла реальная угроза окружения войск 2 советских армий. Однако советское командование осознало это не сразу. Только в 3 часа ночи 4 октября, чтобы не допустить охвата противником своих войск, Рябышев приказал 12-й армии к утру 5 октября отойти на подготовленный оборонительный рубеж Павлоград-Любецкая, а 18-й и 9-й армии отойти на рубеж Большой Токмак, Мелитополь, озеро Молочное. Однако закрепиться и остановить наступление противника армиям Южного фронта не удалось. Уже 4 октября немецкие танки прорвались на стыке 12-й и 18-й армий и, двигаясь на юго-восток, к исходу 7 октября соединились в районе Андреевки с румынским кавалерийским корпусом, который наступал севернее Мелитополя. В это же время вдоль побережья Азовского моря пробивалась бригада СС Адольф Гитлер. Тем самым вокруг войск 18-й и 9-й армии сомкнулось кольцо окружения. Восточный фронт кольца образовывали 16-я и 4-я танковые дивизии, а севернее занимала позиции 60-я моторизованная дивизия. Роль молота для этой бронированной наковальни выполняли соединения 49-го горного корпуса и 170-я пехотная дивизия вермахта, наступавшая на 9-ю и 18-ю армии с запада. Однако котел не был достаточно плотным, в нем имелись отдельные бреши, через которые советские войска пытались с боями прорваться на Волноваху и Мариуполь. Но необходимо отметить, что в октябре возможности немецких войск были уже не те, что в августе Умани и в сентябре под Киевом. Командир 16-й танковой дивизии генерал Хубе
был вынужден поставить в боевую линию даже саперный батальон соединения. Кроме того, стык с соседом справа 14-й танковой дивизии просто отсутствовал. На деле получалось не разбивание молотом о наковальню, а продавливание через сито. Но не все прорывы заканчивались удачно. 8 октября на артиллерийский противотанковый заслон противника напоролась и была разгромлена колонна во главе с командующим 18-й армией. Пали в бою командарм генерал-лейтенант Андрей Смирнов, начальник артиллерии 18-й армии Титов и член военного совета Миронов. На участке 16-й танковой дивизии попал в плен командир 51-й стрелковой дивизии генерал-майор Цирульников. Большие потери в бою у Гусарки понесла 4-я стрелковая дивизия. 8 октября танковые части Клейста установили контакт с румынскими кавалеристами и горными егерями. Мелитопольский котел окончательно захлопнулся. Если последней цитаделью окруженных по Думанью стало село Подвысокое, то в октябре 1941 года местом ожесточенных боев стала деревня Семеновка. 9 октября она была взята силами 1-й горно-егерской дивизии, а 10 числа немцы добили оставшиеся в окружении советские войска. Стоит отметить, что открытая местность Ногайских степей, в отличие от Зеленой Брамы и лесов под Киевом, не способствовали длительному сопротивлению окруженных. По итогам боев советские войска понесли большие людские и материальные потери, но полностью их уничтожить не удалось. Из окружения смогла прорваться оперативная группа штаба 18-й армии под командованием генерал-майора Колпакчи. В этот же день вышли остатки нескольких стрелковых дивизий. По окончании сражения у Мелитополя немцы заявили о взятии 100 тысяч пленных и уничтожении 212 танков. Возможно, эти цифры завышены, так как имело место массовое просачивание окруженцев через рыхлые клешни моторизованных корпусов. Всего, согласно советским данным, безвозвратные потери Южного фронта за всю Донбасско-Ростовскую оборонительную операцию составили 132 тысячи человек. Исходя из этого, можно сделать вывод, что немецкие данные недалеки от истины. Кроме того, полного перечня частей, попавших в окружение, нет, как нет и боевого численного состава на первые числа октября 1941 года. Стоит отметить, что уже в разгар сражения последовали орг-выводы. 6 октября Рябышев был снят с поста командующего Южным фронтом и впоследствии постов выше командующего армии не занимал. В свою очередь, отказ Рябышева от активных действий и боев в окружении мог бы привести к катастрофическим последствиям. В Крым были бы переброшены горные егеря Кюблера и дивизии 30-го армейского корпуса. В отсутствии наступления, сковавшего главные силы 11-й армии, Крым бы был захвачен превосходящими силами немцев до переброски из Одессы в Севастополь Приморской армии. Последней пришлось бы эвакуироваться в Новороссийск. После разгрома советских войск в Крыму 11-я армия могла всеми силами развернуться против Южного фронта и повторить случившееся в октябре 1941 года с еще более сокрушительными последствиями для советских войск. Необходимо подчеркнуть факт того, что ни в одной оборонительной операции 1941 года Красной армии не удалось сдержать натиск танковых групп противника. Везде танковый удар был внезапным и сокрушительным, но основным итогом в целом неудачной Мелитопольской операции было все же спасение Крыма. Контрудары Красной армии нарушали планы противника, заставляли импровизировать, ошибаться, снимали стружку с немецких дивизий. Именно это, в конце концов, привело к краху Блицкрига. Судьба того или иного сражения Великой Отечественной в народной памяти во многом зависит от того, каким оно осталось на страницах исторической и художественной литературы. К примеру, документальная повесть «Зеленая Брама» Евгения Долматовского стала памятником Уманскому котлу. Книга Сергея Смирнова увековечивала память защитников Брестской крепости. В свою очередь, событиям начала осени 1941 года на южном фланге Советско-Германского фронта не повезло с историческими исследованиями, и оно фактически оказалось в тени масштаба и значимости грандиозного сражения на московском направлении.